Привет, дорогой дружище! В этом выпуске ты узнаешь очень интересный закон пакета с яблоками, а также узнаешь о его пользе. Поговорим о кровавом периоде в истории, когда людям запрещалось улыбаться, и за это они могли лишиться головы. Узнаешь, можно ли улыбаться, когда плохо тебе, либо кому-нибудь другому. А также напоследок узнаешь очень интересную цитату, которая поможет тебе приобрести силы и преодолевать любые трудности. Закон пакета с яблоками. Может быть, ты замечал, когда на столе лежит пакет с яблоками, неважно, завязанный, развязанный, без разницы. Вдруг ты задеваешь нечаянно одно яблоко локтем или чем-нибудь еще, там, кошка прошла, задела яблоко. Оно начинает покачиваться и слегка начинает катиться. Что дальше? Оно передает импульс пакету и параллельно цепляет еще одно яблоко. Оно тоже начинает покачиваться, и они вместе катятся. Что дальше? Правильно! Все яблоки цепочкой друг за другом летят вместе с пакетом на пол. К чему это, узнаешь чуть позже. А сейчас про интересный феномен, который продолжается в интернете последние 2-3 недели. После кое-какого события, назовем это, скажем так, подорожание сахара. После того, как сахар подорожал, в сети люди начали друг друга осуждать, если кто-то начинал улыбаться, смеяться, плясать, петь, делать что-то хорошее. Даже если просто ты выложил позитивную фотку с кружкой либо с котом, на тебя могла обрушиться целая волна хейта. Но что за дела? Можно ли улыбаться, когда плохо тебе, либо кому-то другому? Когда плохо тебе, улыбаться не просто можно, а нужно. Почему? Потому что когда ты улыбаешься, в голове начинает происходить химическая реакция, вырабатываются кое-какие гормоны. И это помогает твоему мышлению перестраиваться. Если ты загружен, уставший, подавленный, эти самые гормоны могут их преодолеть, чуть-чуть сдвинуть. И произойдет эффект пакета с яблоками. Эта позитивная мысль толканет процесс в голове. И в итоге ты сможешь замечать еще положительные моменты, которые вокруг тебя. Количество положительных гормонов в голове будет увеличиваться, мысли будут позитивными, и что в итоге? Если твоя проблема решаема, ты сможешь ее решить. Если она нерешаема, у тебя будут силы не опускать руки и продолжать делать то, что ты делаешь, независимо на эту нерешаемую проблему. Но можно ли улыбаться, когда плохо другому? Да, можно. И тоже нужно. Конечно, бывают ситуации, когда улыбка неуместна, и важно помочь человеку, выслушать его, поддержать как-нибудь, сделать для него что-нибудь. Но если ты это все сделать не можешь, допустим, ты живешь в другом городе, в другой стране, ты можешь его поддержать позитивом, либо просто улыбнуться. Потому что улыбка, если она искренняя, так же как и смех, они заразны. Такая вот виральность. Знаешь, такие виральные ролики с негативом? Позитив еще более виральный, чем этот негатив. И в итоге ты заражаешь человека позитивом, у него тоже начинает запускаться в голове хороший процесс, так раскручиваясь постепенно. И тоже, как пакет с яблоками, хорошие мысли лезут вперед, и он сможет найти решение своей проблемы. Либо найти силы, если проблема нерешаема. Поэтому улыбаться в обоих случаях не просто можно, а нужно. Но в истории человечества был кровавый период, когда людям запрещалось улыбаться. Это было в Камбодже, когда у власти стояли радикальные коммунисты, и была такая эпоха, называлась эпоха красных кхмеров, или просто красные кхмеры. Тогда в Камбодже из здания банка вышел их вождь и начал разбрасывать наличные деньги. Вся городская площадь и улицы были усыпаны наличкой. Но это был не акт милосердия, не помощь нуждающимся, не поддержка населения. Нет. Это был суровый приговор, что деньги в этой стране обесценены, на них ничего не купишь, и они вообще не играют никакого смысла. Затем всех по страхам смертной казни загнали на рисовые поля. А в стране началась полная разруха. Линии электропередач были уничтожены, коммуникации все были уничтожены, даже были уничтожены дороги. И люди с утра до позднего вечера за 1-2-1,5 горстки риса вкалывали на этих полях. Когда эпоха красных кхмеров дошла до своего, пика крайности, либо ямы, не знаю, как это лучше выразить, условия ужесточались, и людям запрещалось улыбаться, смеяться, проявлять эмоции и даже верить во что-то.
Если что-либо этого происходило, человека могла ждать смертная казнь. Даже если просто у него нашли какой-нибудь амулет в виде листика, либо велочки, палочки, камушка, тоже смертная казнь. Когда в стране закончились патроны, смертная казнь была через отрубание головы острой пальмовой ветвью. И все. Но, к счастью, этот период в истории наконец-то закончился, и Камбоджа уже несколько десятилетий восстанавливается. К чему это я? Среди нас нет красных хмеров, поэтому улыбка разрешена. Не просто разрешена, а необходима. И цитата напоследок. Переживать любые трудности лучше улыбаясь, даже если улыбка фальшивая. Нет, это не значит, что тебе нужно врать и говорить, что все хорошо. Нет. Это означает продолжать искать положительные моменты в разных вещах. В любых мелочах, во всем что угодно. И тогда твои положительные мысли, хорошие гормоны, позитив в голове, как пакет с яблоками, покатится в хорошую сторону. И ты сможешь решить все свои проблемы. А если они не решаются, то просто придаст себе сил оставаться человеком и продолжать улыбаться. Кстати, как тебе такой формат видео? Может быть, мне следует его оставить? Если да, то, пожалуйста, напиши в комментарии, как его назвать. А еще напиши, что заставляет тебя искренне улыбаться. Улыбаться так, что глаза горят, лицо сияет и всем вокруг хорошо, особенно тебе. И да, люди, пожалуйста, оставайтесь людьми.